Здорово, друзья, с вами Илья с канала Моточайник. И я вернулся, потому что вы не подписались на мой канал. И лично тебе я не подобрал крутой мотоцикл. Но сегодня речь не об этом. Сегодня я меняю подшипники вот этими своими руками. Вот в этом переднем колесе, на вот этом мотоцикле. Вперед! Каким образом понять, что подшипнику пришел конец? Все просто. Вывешивается колесо, которое проверяем. И вот таким вот образом качаем его из стороны в сторону. И ощущаем люфт. Все то же самое можно проделать и с задним колесом, также его вывесить, либо с рулевой колонкой. Для замены подшипников мы будем использовать специнструмент. Для того, чтобы их демонтировать, используем обратный молоток с всевозможным количеством насадок. Для того, чтобы подшипники поставить на места и запрессовать, будем использовать оправки. Естественно, без смазок и без очистителей никак не обойтись. Все это нужно почистить, потом смазать. И сами подшипники, которые мы будем использовать, это комплект Moose Racing вместе с сальниками. Все это можно сделать и с помощью зубила и отвертки, но все остается на ваше усмотрение, и будет ли это качественно и хорошо, от вас зависит. Приступаем. Снимаем колесо. Сначала откручиваем вот эту гайку, которая держит ось, потом откручиваем фиксаторы оси. Резиновой киянкой выбиваем ось, чтобы не повредить резьбу. С правой стороны сальника нет, потому что имеется привод спидометра. Подбираем головку под диаметр подшипника, внутренней части подшипника, и закручиваем ее для того, чтобы его демонтировать. Ого! Слушай, она уже в распоре. Да, еще. А ты говоришь. Вообще четко, смотри. Мне очень нравится. И монтируем обратный молоток. Друзья, я сейчас пребываю в некоторых эмоциях, потому что я первый раз в жизни снял подшипник с такой скоростью и с такой легкостью. Если бы у вас не было такой штуки, я просто опишу, как я это делал. Я подгибал кончику отвертки, вставлял ее снизу, чтобы она цеплялась между втулкой, вот этой втулкой, и подшипником изнутри. Длинная отвертка, бьется молотком. В общем, предыдущий раз, когда я это делал на другом своем мотоцикле, это все у меня заняло час, я только подгонял отвертки, чтобы это все выбить. Тут, как вы видите, ну элементарно просто. Вот я первый раз этим инструментом пользовался, и произошло это просто элементарно. Альтернативный вариант замены – это сместить пальцами втулку через подшипник, который здесь стоит. Вставляем отвертку, попадаем, пытаемся попасть во внутреннюю обойму и выбиваем отсюда молотком. И далеко не факт, что при наличии двух подшипников вы сможете сместить эту втулку, потому что в данный момент на данном колесе она была жестко зафиксирована. С этой стороны вытаскиваем пыльник. Здесь он имеется. Пыльник, естественно, одноразовый. Второй раз мудрить его и вставлять туда ни в коем случае не нужно. Самое главное — жестко зафиксировать подшипник. Готово. Готовы? Друзья, обратите внимание, вот это старый подшипник, он разбит, это прям чувствуется. И он заполнен грязью полностью. Это заводской подшипник, у него не имелось вот такого пыльника. На подшипниках Moose Racing стоят пыльники, что вам поможет сохранить его намного дольше, чем вот такого типа подшипники. И второй интересный момент. У нас два подшипника, один абсолютно в порядке, а вот этот подшипник разбитый. Здесь подшипник стоит с штатным пыльником, а этот подшипник стоит под приводом спидометра. И пыльника нет, попадала грязь. То есть привод закрыт штатным пыльником, но все равно грязь попадала. И он очень сильно люфтит. Видно невооруженным глазом. Подготавливаем посадочное место под установку нового подшипника. Нужно очистить от смазки. Переворачиваем колесо, делаем то же самое, чтобы потом не натекло в новый подшипник. Очень чисто и красиво теперь.
Внутри подшипника может быть недостаточно смазки, поэтому с одной внутренней стороны снимаем пыльник. Как видим, смазки не так уж и много. И добавляем наш триботехнический концентрат. Смазку можно не жалеть. Кашу маслом не испортишь. Все, можно устанавливать. Перед установкой подшипника смазываем посадочное место. Установку подшипника начинаем с левой стороны колеса, так написано в мануале. Для запрессовки подшипника будем пользоваться вот такой штукой. Основная цель, чтобы подшипник ходил ровно, без перекоса. По звуку чувствуется, что подшипник встал на его посадочное место. Запрессовывать подшипник можно и без всяких специнструментов. Нужно подобрать обычную головку. Самое главное, чтобы она упиралась во внешнюю обойму подшипника. Если вы обратили внимание, мы обошлись без всякого нагрева. Подшипник зашел просто великолепно. Если греть просто феном, никакого эффекта это не даст. А если греть горелкой, есть возможность повредить просто структуру алюминия, из чего состоит колесо. Поэтому не вижу в этом никакого смысла. Подшипник зашел просто идеально. После установки подшипника одеваем пыльник, естественно, маркировкой вверх. Все это делается от руки без всяких проблем. Все, эта сторона готова. Приступаем к второй стороне. Самое главное, не забыть про втулку. Смазка. Снимаем аккуратненько пыльник и набиваем его смазкой. Обязательно следите, чтобы подшипник шел ровно, без перекосов. Колесо готово, но самое главное не забыть установить второй сальник, который идет в комплекте. Он ставится непосредственно в привод спидометра. Обязательно очищаем это все. Закладываем смазку и одеваем новый пыльник в сальник. Все тоже делается от руки. Также не забываем очистить и смазать ось колеса. Обязательно смазывайте ось, потому что она может прикипеть. Выбивать ее очень проблематично, потому что можно повредить резьбу. Разжимаем колодки, чтобы зашел диск. Вставляем сначала ось с этой стороны, одеваем спидометр. После этого ставим колесо. Накидываем гайку и закручиваем ось с усилием 90 ньютон-метров динамометрическим ключом. О! Теперь затягиваем фиксаторы оси с усилием 21 ньютон-метр. Все, колесо готово. Никакого люфта в подшипнике больше не наблюдаем. После завершения установки колеса не забудьте прокачать тормоза, так как мы разжимали колодки. Все, с вами был Илья с канала Моточайник, и я приду к вам снова, если вы не подпишетесь на мой канал. Спасибо, что смотрели, до свидания.